Чанша, жемчужина Поднебесной, известен своим зоопарком, где популяции редких животных в буквальном смысле охраняются под одной крышей. Этот зоопарк был не просто местом, где находились звери. Он стал домом, где каждый сотрудник, включая Цзилинна, стремился создать комфортные условия для братьев наших меньших. Лин, молодой специалист с особым даром понимать и чувствовать животных, был известен своей преданностью и добротой. В один из дождливых и серых дней он услышал пронзительный лай, который раздался на фоне стука капель по асфальту, и, подбежав к окну, увидел крошечную черную точку, которая металась вдоль дороги. Это зрелище пронзило его сердце. Его мысли мелькнули, когда он увидел, как невинный щенок, возможно, брошенный или заблудившийся, дрожал, мгновение за мгновением угрожая попасть под колеса едущих мимо машин. Цзи все больше беспокоился о том, что эта крошечная жизнь может быть потеряна в любой момент. Он не мог остаться равнодушным. Стиснув зубы от решимости, Лин бросился на улицу, не обращая внимания на дождь и холод. Он схватил ее, подхватил на руки и прижал к себе. Услышал, как ее сердечко бьется в унисон с его. Она дрожала от страха, но в его руках нашла тепло и безопасность. Он назвал ее Лу. Это имя казалось ему идеально подходящим для маленькой, но смелой собаки. Забрав Лу домой, Лин начал ухаживать за ней, как за самым дорогим существом. Он кормил ее, учил простым командам и наблюдал, как растет ее уверенность, как поднимается ее настроение. Лу быстро откликалась на заботу и внимание и вскоре стала настоящим членом его семьи. Каждый день они гуляли по зоопарку, и она радостно радовалась встречам с другими животными. Но в этом щенячьем счастье скрывалась тайна. Лу, будучи обычной собакой, имела врожденный материнский инстинкт, который проявился, когда она родила своих собственных щенят. Лин знал, что это всего лишь начало их удивительного пути. Лу быстро набрала вес благодаря заботе Линна и ветеринаров. Как и любая мать, она радостно играла на траве, ловила солнечные лучи и была полна энергии, как истинный лабрадор. Каждый раз, когда Лу скакала по вольеру, ее очаровательные черные глаза светились непередаваемым счастьем. Но в ее сердце скрывалось ожидание, которое должно было вскоре превратиться в нежность и заботу. Цзи постоянно наблюдал за ее поведением, отмечая те моменты, когда она, кажется, становилась более заботливой и чуткой. Все вместе с выросшими щенками Лу напоминала толстого пушистого облачка, которое безобидно развивалось под ярким солнцем. Ее щенки радостно играли вокруг, но среди веселых дней в зоопарке в воздухе витал тревожный знак, который лишь со временем стал более явным. В этой идиллии Цзи не подозревал, что вскоре ее материнский инстинкт будет испытан на пределе. В этом маленьком теплом пространстве появилась новая динамика, и в какой-то степени это предвещало приход неопределенности. Тем временем каждый новый день в зоопарке приносил с собой неизменные приятные хлопоты. Забота о животных, новые назначения и обсуждения с другими сотрудниками. 4 лапы Лу неслышно пробегали по траве, и на протяжении всего дня ее глаза искрились от радости, а хвост в радостном ритме взлетал вверх. Каждое утро зоопарк наполнялся звуками, радостью, шепотом крыльев и волшебством жизни. Однако, сам не подозревая, Цзи однажды столкнется с препятствием, которое изменит не только его, но и судьбу Лу. Ранней весной зоопарк принял печальные известия, которые опустились как тень на радостные будни. В соседнем зверинце трагически умерла тигрица, оставив 3 сирот, тигрят, которые еще не видели света. Каждый из них весил не более килограмма и нуждался в материнском молоке. Ситуация была критическая, словно подводная скала, таящая опасности. Сотрудники молчали, перебрасывая беспокойные взгляды и шепоты, когда обсуждали, что делать дальше. Если не найти приемную мать, хрупкие создания не выживут, и это было страшной перспективой. Зоопарк не имел резервных хищниц,
подходящих для замены, а тигрята были слишком малы для искусственного вскармливания. Их взволнованные глазки, еще не способные воспринимать окружающий мир, боялись появиться перед суровым взглядом, который, возможно, стал бы последним. В поисках решения Лин натянул губы, задумчиво размышляя, как же помочь этим несчастным существам, страдающим от неожиданной утраты. Ваша память о маленькой Луле, которая все еще оставалась с ним, начала вырисовываться в его разуме. Он вспомнил, что же она сама прошла, как быстро она окрепла и как щебетала от радости в его руках. Лин как будто увидел в будущем, как эта связь между людьми и животными стала важным фактором, определяющим их окружающий мир. Он взял лист бумаги и стал записывать проблемы, с которыми они сталкивались, когда его внимание привлекло образы Лулы. Она пришла на ум, и в тот момент он обрел новое направление. Попробовать дать возможность Лу стать приемной матерью для этих несчастных тигрят. И, проявив храбрость, он решился задействовать свой инстинкт спасателя, чтобы поддержать эти крохотные жизни. Когда Лин впервые привел тигрят к Лу, ее реакция была настороженной. Тигрята издавали тихие, трепетные звуки, а их запах был незнакомым и пугающим. Она сканировала семейство, отворачивая вжимчивую голову с множеством вопросов в глазах. Однако, как только инстинкты сработали, Лу охватила нежность, словно пробудившаяся под весенним солнцем. Подобно тому, как волчица заботится о своих щенках, лабрадорша начала лизать тигрят, стараясь усмирить их бурные эмоции и помочь им выжить в этом новом, незнакомом мире. С первым укусом пищи, который она принесла им, маленькие тигрята начали осваиваться с новой ситуацией и искренне доверять своей новой матери. Каждая капля молока, которую Лу могла предоставить, напоминала о важности взаимной заботы и о том, как их жизни теперь переплетены. Лин с восхищением наблюдал, как Лу не только научила тигрят различным навыкам, но и привнесла в их жизнь теплоту и гармонию, которую они так нуждались. Скоро тигрята выросли в темпераментные комки шерсти, и каждый день они становились уверенными и настойчивыми, открывая для себя радость жизни. Они находились в полной зависимости от своей приемной матери, которая была не только источником питания, но и любящей матерью, способной утешить и улучшить атмосферу вокруг. Лу оберегала их, когда они пытались исследовать мир, придерживая их за шершавые лапы. Эти маленькие комки шерсти, свисающие с ее боков, скоро стали составной частью ее жизни. Она проводила время, показывая им, как вести себя среди других животных, как оберегать друг друга и как разрабатывать свои когти для будущих задач, с которыми они однажды столкнутся. Для тигрят Лу стала не только источником питания, но и символом любви и дружбы, покрывающим всю их жизнь тепло. Несколько недель спустя тигрята подросли, и их причудливые полосатые лапы начали уверенно стоять на земле, хотя они невиданно быстро повзрослели. Лин и другие сотрудники зоопарка наблюдали, как тигрята перенимают повадки Лу. Словно инстинкт предков воскрешал их, они вели себя как настоящие собаки, с удивлением и радостью, спустя время наблюдая за всеми моментами, которые их окружали, начиная от прыгунов до лазающих лис и даже неумех, подобных воробью. Но, к сожалению, эта идиллия не могла длиться вечно. Тигры достигли взрослой стадии, и их безопасность требовала перевода в отдельные просторные вольеры. Это решение было тяжелым для всех, особенно для Лу. Сердце Цзы тосковало, когда он наблюдал, как его любимка, когда-то такая инициативная и полная жизни, теперь оказалась в дикой слезе. Сила, с которой она прощалась с тигрятами, заставила Линна понять, что межвидовые связи могут быть столь же сильны и важны, как связи внутри видов. Первые дни разлучения были заполнены острым чувством потери. Лу металась по вольеру, искала тигрят, чудесные времена, когда они весело гонялись друг за другом, вращаясь в облаках пыли, казались навсегда утерянными.
Каждый день без них казался вечностью, и ее волнение заполняло все пространство вокруг. У сотрудников зоопарка, наблюдающих за ее горестным поведением, в сердце возникали мысли о том, как животные могут испытывать разлуку подобно людям. Прошел год, и в мире Лу все изменилось. Были ли у нее когда-либо причины для всеобъемлющей надежды? Порой ее взгоды словно следовали за радужной мечтой, но пока она оставалась здесь, трудности оставляли выпавшие шрамы на ее сердце. Первая неделя разлуки стала испытанием для всех. Лу скулила, когда ее любимцы покинули ее. Тигрята, в свою очередь, пробирались к забору, словно надеясь вернуть свою приемную мать. Каждый день превращался в бесконечное ожидание, а каждый порыв ветра напоминал о тех мгновениях, когда они были вместе, в безопасности и мире. Сломанные ожидания наполняли ее дни одиночеством, а каждый глухой шепот в ушах вызывал усталость из-за непрекращающегося отсутствия. Почему они не могли просто быть вместе? Это было тем временем, когда Цзы и другие сотрудники зоопарка заметили, что Лу действительно нуждалась в поддержке. Они кивнули друг другу, говоря о том, как некогда тепло прошедших моментов затмевало желание вернуться к простым радостям. Вернуться к той своей жизни, когда они просто исследовали мир и играли вместе. Спасение не было таким простым, и каждый из них знал, как трудно будет справиться с эмоциями. Но спустя какое-то время, когда мир казался слишком серым, Лу начала находить утешение в привычных вещах. Она начала проводить больше времени с щенками, с их мягкими шершащими телами и трепетными взглядами. Все равно тоска о тигрятах всегда оставалась в ее сердце, но, как это часто бывает в жизни, появляются новые возможности, которые можно было оценить по достоинству. Лу постепенно понимала, что хотя бы оставшиеся мгновения с ее щенками были большим подарком. Цзи, наблюдая за изменениями в ее поведении, чувствовал смешанные эмоции. С одной стороны, он радовался, что Лу начала адаптироваться, с другой — ощущение потери никогда не покидало его. Прошло много времени, и в их жизнях снова произошла катастрофа. Из-за опасного циклона на город обрушилась стихия, не оставляя никому шанса на спокойствие. Сильный ветер завывал, а дождь лил, словно небеса губили землю. Страх сковывал ее, и Лу почувствовала, что угроза слишком велика. Гром гремел, и, казалось, весь мир вокруг нее рушится. В эту ужасную ночь ее страхи осуществились. Она дрожала, ее сердце колотилось. В какой-то момент, полная страха и паники, она следовала инстинкту. Перепрыгнув через стену, она оказалась в загоне с взрослыми тиграми. Соседние сами тигры появлялись словно исполины, с острыми взорами и мускулистыми телами. Этот образ в сочетании со свистом ветра и грохотом грома наполнил ее дрожащую натуру новым ужасом. Лу замерла, готовясь прощаться с жизнью. Но в это мгновение ее судьбе, как в волшебной ватте, ей выпала возможность. Цзи, едва заметив, где находится его собака, бросился к ограждению, в панике зовя ее. Он не знал, возможно ли изменить хоть что-то. Слишком велика была угроза. Его сердце колотилось, и он знал, что сейчас необходимо вложить в свои крики всю любовь и заботу. Тигры сближались полукругом, обступая Лу. Их уши были прижаты, хвосты напряженными, глаза прищурены. Все указывало на то, что они могут напасть в любое время. 6 против 1 — невероятно неравные шансы. Но в тот момент, когда они были готовы к нападению, что-то изменилось. Тигрята, теперь уже довольно крупные, вырвались вперед и встали между Лу и остальными. Каждый из них вспомнил моменты времени, проведенные с ней. Материнский инстинкт, который когда-то был вложен Лу в их сердца, был столь силен, что они встали на защиту. Их шершавые морды и решительные взгляды стали символом защиты и уникальной связи, переплетенной между различными видами.
Теперь они не просто были тиграми, они были тиграми, способными защищать свою семью. Никогда не думалось, что такие разные существа могут иметь такую глубокую связь. В сердце Лу возникла надежда, когда тигрята встали между нею и взрослыми хищниками. Тигры, замерев на мгновение, словно услышали немой призыв. Они взглянули на своих защитников и, снизив свои позиции, постепенно разошлись в стороны. В центре вольера стояло множество тигров, ностальгия и тепло окружали их, как покрывало. Они помнили, кто заботился о них в трудные времена. Ливень продолжался, но в этот момент страхи рассеялись, как легко открылся цветок на весеннем солнце. В этом сердце среди холода и беспокойства их связь окрасила атмосферу. Они стояли между Лу и взрослыми хищниками, словно живой щит, защищая ее от всех опасностей мира. Когда гроза утихла, сотрудники зоопарка еще долго не могли забыть случившееся. Все думали об одном — насколько сильной бывает связь между существами, столь разными с виду, но едиными душой. Спустя несколько дней, когда они обсуждали случившееся, каждый из них чувствовал, как эта история глубоко врезалась в их души. В тот миг, когда тигрята предложили себя Лу, это был не просто момент нежности. Это была живопись, создаваемая любовью и взаимопониманием. Люди поняли, что эта связь не знает границ, даже между видами, которые кажутся столь различными. Лу вернулась к своей жизни, но уже с новыми ощущениями. Эта связь, которая возникла между ней и тигрятами, была больше, чем просто их повседневная жизнь. Каждый старый заряд, каждый всплеск счастья, каждый момент грусти — все это оставалось в памяти. Они были связаны, и неважно, где они находились — в сердце природы, в зоопарке или в развитии нового мира. Каждый из них употреблял любовь, которой не могло быть много. По утрам, когда солнечные лучи просыпались и проникали в их мир, Лу вдруг ощущала себя уверенной и счастливой. Следы тигрят теперь не были просто воспоминанием о прошлом, они стали символом той любви, которую она оставила в своих сердцах. Цзи, наблюдая за Лу, понимал, что эта связь была основой их совместной жизни. Все живые существа, вне зависимости от их природы, имеют право на чувство любви и мнение о том, что они могут создать семейные узы. История Лу и ее тигрят осталась в сердцах не только их, но и всех, кто знал их, как напоминание о том, что любовь и забота способны разрушить любые барьеры и изменить судьбы. Они навсегда останутся в едином ритме, как два сердца, бьющихся в унисон, словно показав миру, что настоящая семья может быть, даже когда они столь разные.